Не настолько холодно на улице. Ну, перчатку можешь вторую найти. Быстрый. Перчатку можешь вторую там найти, есть такая. Ну, ищи, там, смотри, все перемешали. Конечно, тяжело найти так. Доброе утро. Собираемся в школу. Ищи, где-то должна быть. Шла? А, нет, это другая. Там внизу тоже есть нижние полки. Нет? Тогда не знаю. Тогда не знаю. Шапка упала, подними. Филька уже голодный с утра пораньше. Все? А штаны на спорт? Одел. Угу. Долго чистить, Макс? Он только что зубы почистил. Макс, шлемы, вон там два, выбирай, какие шлемы. Какие тебе шлемы? Ну, больше ты не можешь без шлема. Ты не можешь без шлема. С папиным Каролина пойдет. Конечно, Ну, померяй, посмотри, нормальный, не маленький он тебе. маленький нафиг. Посмотри, чтобы застегнулся. Сейчас. Расслабить надо? Нет, надо расслабить, Макс. Только через дорогу осторожно, ладно, Макс? Да. Слазите сначала с велосипеда, идете ножками. Уже надо ехать, уже 8:11. Дождь идет. Дождь? Замерзнешь? Да какая разница, Каролина, холодно на улице. Конечно, смотри, ветер дует. Конечно. Сидушку не надо поднимать? Мне так не надо. Да. Я уже поднимал. Давай. Филька, Пока. пока. Позади ей буду. Действительно, снег немножко идет. Верно, еще велик тяжелый. Домонтировала влог. Сейчас буду загружать и готовлю себе завтрак. Хлебушек с авокадо. Остался вчерашний хлебушек. Я его в тостере поджарю. Осталась еще вчерашняя картошечка с курочкой. Дети на обед доедят, и я на ужин буду готовить уже другое. Маслечко оливковое. Вот это вот все, что я собрала из 3 штук авокадо. Потому что они уже начали портиться. Это все, что получилось собрать. Поджарю в тостере. Обязательно яйца на завтрак. Хлебушек готов. Хочу оставить отзыв об этом пылесосе. Никогда в жизни его не покупайте. Вообще марка Dreamy мне нравится. Но именно вот эта модель, она просто ужасная. Сколько я им пользуюсь, даже еще год я им не пользуюсь. На максимальной скорости я долго пылесосить не могу, потому что он начинает перегреваться и сам автоматически переключается на вот эту среднюю скорость. Мощности вообще никакой нет. Купила этот пылесос, начиталась хороших отзывов, то, что все хорошо, никаких проблем, замечательный пылесос. Где проходит мусор, он забивается, там очень маленькое отверстие, забивается, и постоянно нужно руками чистить его, именно руками. Хочу я его выбросить и купить другую модель. Щетка тоже ужасная, через нее вылетает мусор. Вот, кстати, я пропылесосила, и на полу мусор остается. Ужасная модель, конечно, я разочаровалась. Что я хотела за эти деньги получить, не знаю, чего я ожидала. Лучше, конечно, купить подороже и помощнее, чем вот эту вот ерунду, которая вообще ничего не сосет, не всасывает. Дети вернулись. Что ты знаешь? Что ты знаешь? Тогда надо показать руку. Вас учили правилам? Yo tenía que bajar, ir a la calle y después ir a la escuela otra vez. Después Ты вот тут volver. через этот перекресточек проезжала сама? Нормально? В общем, у них сегодня был пробное занятие. Больше не будет, да, только один раз. А сам велосипед проверили, все нормально? Все лампочки. А то, что скорость не переключается. Они сказали, что no es tan... no Ну, es... это не важно. Pero solo hay que tener fuerza para subir. Ну да. Pero subí bien.
Да? Самая быстрая. Самая быстрая? Молодец. А что у тебя случилось с толстовкой? Она кроется. Ты грызешь? Нет. Ты грызешь Нет. толстовку, Каролина? Или ты ножницами порезала? Там она так кроется. Нет, она не может так открыться. смотри. Ты грызешь. Нет. Нет. Я знаю, что ты грызешь кофту. Я много раз за тобой замечала, что ты стоишь и кофту грызешь. С чем? Когда нервничаешь, что ли? Не Так, знаю. кушать греется. Уже Картошечку доедите? Вчерашнюю. Мы приехали в магазин, нам нужно выбрать подарок. Макса пригласили на день рождения, друг, и нужно подарок купить. А он хотел сквишмеллоу. Это что такое? Типа вот такую вот игрушечку. Это вот называется сквишмеллоу. Он Максу сказал, что он хочет сквишмеллоу, именно этого Стича. Но здесь только такие. Здесь вот такие вот маленькие. Но это очень маленькие. Такой вот с гитаркой. Лучше вот такого большого. Вот тут даже Бэйби Йода есть. Ну, Каролина уже как-то не очень фанатка Бэйби Йоды. Я думаю, вот этот такой Стич у Каролины. То есть Маргарита ей отдала. Есть еще какие-нибудь. Есть вот такой вот пушистый. А есть с кокосиком. Наверное, с кокосиком лучше. Ну, захотел друг такой. Ну, нужно же покупать подарки, какие хочет именинник, а не какие мы хотим. Сейчас у нас новый тренд. Вот такие вот мишки. Вот раз. Там еще заяц какой-то, цыпленок есть. Вот такой у Макса, только маленький. Покемончик. Я уже начала делать чебуреки. Сейчас сначала сделаю детям. Вот такие вот. А это перчик я потом добавлю. Здесь куриная грудка, фарш, сыр и специи. Вот так вот выкладываем фарш только на одну половинку. И края я вот так вот смазываю желтком, чтобы потом их склеить. Так вот. А, еще потом нужно сверху тоже яйцом смазать. Так, берем следующий. Сейчас сначала я их сделаю, потом помажу яйцом сверху. И семечками тоже посыпать надо. У меня помещаются только 3 штуки. Но они, в принципе, быстро приготовятся. Это что? Ори-ори? И теперь берем кунжутные семечки и вот так вот посыпаем. Духовка сейчас согреется и поставлю жариться. Вот такие вот чебуречки получаются. Они даже надулись. Смотрите, какие пышные. И сверху они хрустящие. Вот. Так, все. Это я сделала детям. И теперь буду делать нам. 3 штучки уже отправила. В следующий раз В апреле. денег не будет. И в следующий раз я буду ездить. Ну ладно, тогда не будем делать и все. Да? До Просто конца не будем. мая будет, если ты ее оставишь, до конца мая будешь уже, если нет, значит. Так что, едем играть в теннис или нет? Папа что сказал? У тебя так волосы выросли уже, Ксюш. Не хочешь срезать? Не мешают? Господи, камера ушла за тобой. Ты ушла, и камера за тобой ушла. Так. Макс с Каролиной уехали на день рождения. Каролину в итоге тоже пригласили. Поехали они в кино. Или нет, сначала они поехали пиццу поесть, а потом в кино поедут. Ah, le cobraron a Xenia 2.50 ¿Por qué? porque ella es estudiante. Averiguaron que es estudiante. Ксюше 250 франков Женя! за год тенниса. Сейчас она узнает. 900 франков теннисный клуб на год. ¿Cuánto personas? 4? 4 за 4 человека. Макс Каролина 100 франков. Ксения 250. И папа, и tú cuánto? 400? И Лео 400. Не прокатило. Хотели сэкономить 150 франков. 900 франков за год 4 человека – это недорого. Потому что в другом теннисном клубе там вышло бы больше 1000. Наверное, 1500 где-то, если не больше. Ну да, где-то 1500, наверное, вышло бы.
Так как это небольшой клуб, там всего лишь 3 теннисных корта, плюс крытых нет, поэтому дешевле. Так что Сюська еще 250. No, pero no es caro. porque Ксюша пытается сэкономить где-то деньги у нее. Ты же сказала, что тебе что-то новое придет. Она пытается деньги сэкономить, у нее постоянно что-то плати. Конечно, здесь зарплаты высокие, поэтому они высокие, чтобы платить вот это вот все. Так, еще тут тоже писали в комментариях про зарплаты в Швейцарии. То, что швейцарские зарплаты соизмеримы с ценами на продукты, жилье, коммуналку и так далее. Что даже человек с самой маленькой зарплатой может позволить себе хорошую продуктовую корзину и базовые условия жилья. Вот. На самом деле, да, зарплаты здесь соответствуют ценам, аренде квартир, продуктам. В основном здесь большинство арендуют квартиры. Есть, конечно, и у кого собственная квартира, и как бы это нормально. Вот. Но на минимальную зарплату, конечно, тяжеловато будет. Эта зарплата, наверное, самая минимальная, это около 3000, наверное, будет. От 4 до 6 тысяч это средняя зарплата. Девчонки, например, они среднюю зарплату будут получать. И, в принципе, если они будут жить одни, они смогут себе арендовать квартиру нормальную, оплачивать все свои счета, чтобы у них оставалось все это на продукты, на какие-то свои личные затраты, одежда, походы куда-то, прогулки. Если вы работу не можете найти, вам город помогает. Он вам оплачивает каждый месяц какой-то там минимум, чтобы вам хватало прожить. Но это идет как в долг. Сколько месяцев вы будете сидеть на их шее, это идет вам в долг. И как только вы найдете работу, вы должны частями этот долг начинать отдавать. У нас есть такие знакомые, которые тоже приехали из другой страны, и сколько они год обустраивались, не работали, как-то старались интегрироваться, и за этот год им, конечно, насчитали ту сумму, которую им выплачивали каждый месяц, чтобы они здесь на улице не жили, потому что здесь на улице никто не живет, здесь такого нет, бомжей нет. Поэтому, конечно же, город помогает вам изначально, если вам трудно устроиться на работу, но как только вы устроитесь на работу, то все, вам этот долг нужно будет отдать. Все то, что вы потратили, то, что вам платили каждый месяц, вы частями, конечно, не сразу, потому что сразу это невозможно выплатить, вы будете частями это отдавать. Неважно, сколько там лет, в общем, дают вам сумму определенную, вы каждый месяц ее платите, пока не выплатите все. Кстати, есть специальные магазины для таких людей, для таких семей, у которых маленькая зарплата, им выдают специальную карточку. Это вот для семей, которые, например, не работают, либо зарабатывают мало, им дают специальную карточку, они идут в специальный магазин, там, где все по скидкам, там действительно очень низкие цены. Если они будут закупаться всегда там, то да, им, в принципе, они могут наполнять свой холодильник разными продуктами, и им будет хватать. Без этой карточки ты не можешь зайти и там закупиться. Еще также спрашивали, возможно ли здесь вообще купить недвижимость, ну, то есть квартиру, дом. Много лет уже прожили, проработали минимум, я не знаю, лет 15-20 вы уже проработали, у вас там сумма насобиралась, определенные ваши пенсионные, потому что когда вы здесь работаете, у вас каждый месяц идет отчисление на ваши пенсионные, и когда вы выходите на пенсию, вам дадут 700 тысяч, 600 тысяч франков. И тогда, конечно, вы можете эти деньги снять, но также вы можете снять деньги раньше, если вы действительно хотите купить какую-то недвижимость, либо вы хотите уехать из страны. Вам разрешат снять эти деньги, которые у вас там накопились. Здесь многие так делают, они проработают лет, может, 15-20. У них там насобирается, может быть, 1200-300 на первоначальный взнос на квартиру какую-нибудь, смотря еще тоже, сколько квартира стоит. Например, в этой квартире, где мы живем, ее покупали за 800 тысяч. 150 квадратных метров. Это семья, я так думаю, муж с женой сняли свои пенсионные накопления и заплатили первый взнос, купили квартиру, и сейчас они каждый месяц выплачивают банку остаток. Не знаю, сколько лет они будут выплачивать, но, в общем, это реально, это возможно. Также может один человек купить квартиру, но, конечно же, не такую большую, поменьше, может, однокомнатную, там, максимум двухкомнатную, насколько там ему хватит его накоплений, смотря сколько вы лет работаете, сколько вам там отчисляются, потому что отчисляются тоже разные суммы, смотря где и кем вы работаете. Допустим, Маргарита с Ксюшей здесь проработают
лет 15-20 у них тоже будут какие-то накопления, и они вполне могут здесь купить квартиру себе, снять эти деньги. Поэтому да, конечно, возможно здесь купить, но оно стоит очень дорого. Есть квартиры, которые и по миллиону стоят. Эту квартиру давно покупали, по-моему, больше 10 лет назад за 800 тысяч. Сейчас эта квартира стоит 1 100 000 – 1 200 000. Сейчас уже цены другие. Это мы, конечно же, не можем себе позволить, потому что я здесь не работала, у меня здесь нет никаких накоплений. Накопления, которые есть у Лео, их недостаточно, чтобы купить большую квартиру. Допустим, нам минимум нужна 4-комнатная. Нам, конечно, этого не хватит. Поэтому мы арендуем квартиру. Те, которые приезжие, то за эту сумму они, скорее всего, лучше купят дом в своей стране, на своей родине, чем за такую сумму здесь покупать какую-то там квартиру небольшую. Я вот сейчас у Лео, например, спросила, если бы он купил здесь, были бы у него деньги для первого взноса, и купил бы он здесь квартиру или дом. Он сказал, нет, ни за что. Лучше бы где-то там у себя, может быть, не знаю, в другой стране, но не здесь. Он не согласен. Apúrate, súbete, súbete. Привет. Привет. Как дела? Сколько ты едешь на поезде? Часов? Час. До учебы час? Час на поезде туда-обратно, 2 часа уходит. Сейчас Ксюша скажет, что меня с собой не взяли? За тобой. Я сказала, что мы в магазин поехали. Невкусный? Не, нормально. Нормально. Так, сделаю я сегодня креветки. Остались вот такие большие. Это когда мы еще суши делали. Я оставила половинку. Они замороженные. Замороженные. Так, и одни у меня есть маленькие креветочки. И сварю рис. С рисом. Бонни, ты гулять хочешь или что? Уже на следующей неделе немножко потеплеет. Наконец-то. В рисоварке я еще кашу варю. Пробовала варить рисовую и овсяную кашу. Единственное, что надо делать, это смазать края маслом, потому что я один раз забыла смазать, и у меня молоко через край начало выливаться. Внутри начало все кипеть и выливаться через край. 3 вот таких стаканчика нам хватает на семью. 2 и 3. Немножко надо промыть. Всыпаем. Ты папе сказала, что ты паспорт потеряла? Потеряла Маргарита свою ID-карту. Где-то. Да. Ты, наверное, мимо кармана, что ли? Обязательно кусочек масличка. Что можно было весь кусок, но это последнее масло, поэтому я не хочу. Хочу оставить на завтрак, на завтра. Так, все, закрываем. 30 минут ждем. Погода сегодня очень странная. То дождь, то снег. Сегодня мы в теннис не поедем играть. Рис у меня готов. Еще сейчас сварится брокколи. Креветки в сливочном соусе тоже готовы. Не знаю, салатик резать, не резать. Нет, наверное, не буду я резать салат. Вместо салата брокколи будет. Так, и время 7 часов. Через час, наверное, дети придут. Ничего себе там буря. Прям с таким ветром сильным. Сегодня третий раз уже снег. Ты знаешь то, что там в Цюрихе опять цветочки в фонтанах? Розочки. Погода такая нехорошая, даже не можем съездить. Может быть, в субботу получится.
Я хотела среди недели вообще, в субботу, воскресенье там очень много народу. Но среди недели не получается, потому что у нас погода подвела. До какого числа, я не знаю. Еще следующая неделя, по-моему, можно среди недели съездить. Как раз у детей каникулы будут, наверное. И погода будет хорошая на следующей неделе. У меня ужин готов. Маргарита, со стола убирайте там лишнее. Preparan la mesa, por favor. Por favor. Так, чем накладывать? Этим, наверное. Тебе не звонили насчет твоих анализов? Все нормально? Значит, все нормально, да? Если никто не звонит, значит, все хорошо. Проблем нет. На. Держите. Смотри, как сыпет, капец. Ну и траву надо косить. И мы не можем ее покосить, потому что все время идет дождь. Ее мокрой же нельзя косить, она прилипнет вся. No quiero. Даже Бонни не хочет гулять на улице. Она выбежит на пару секунд, сделает свое дело и сразу домой заходит. Сегодня Филька убежал на улицу. Буквально его тоже не было, наверное, пару минут, и он вернулся. Такие вот у нас теплолюбивые животные. Она же была уже. Сюську зови. Зови Сюську. Все, видишь, я же сказала, она не будет долго гулять. Так, все, приятного аппетита. Мы пошли кушать. Нужно просто вот эту вот часть отделить и все. Ух. Вот тут чуть-чуть, много не надо. Я не буду тебе много резать. Режем челку. То есть челку мы уже отрезали, теперь нам нужно лесенку сделать, немножко сравнять. Или тебе нужно, чтобы еще лесенка длиннее уходила? Ну, сделай еще. Значит, еще прядку возьмем. А если не получится так? Может, так уже делали. Да? Да. И вот так вот. Вот в эту сторону. Не вовнутрь, а наоборот, снаружи. И тогда они будут в одну сторону все лежать. Пришли с кинотеатра с ведрами. Прям полное ведро было попкорна. Сладкий был или какой? И сколько такое ведерко стоит попкорна? 12 франков. 12? Да. Нет, мне кажется, дороже. Нет? 15 может быть. Угу. Прикольные ведерки. Мама, Это вы такой мультик смотрели? Да. Да. А другое А покажи. я такой взяла. А тут слоник. Это Сутопия. А, это Зоотопия, точно. Видишь, Да, там? Да. Это Здесь большая написано. А там разве еще есть до сих пор Зоотопия или уже закончилась? Есть еще. И там еще есть такое, где... Прикольные ведерки такие, металлические. Аватар были еще. Аватар. Круто. Ну, я взяла такое. было. И ты весь вот это все ведро попкорна съела? Нет, там же еще совсем. А, у вас только в 2 ведерка было? Ну, На всех? Макс, Данила и я я. дарил это. А они не хотели взять ведерки? Чего вы их забрали? Может, они захотели взять? Кто? Нет, у них уже есть. А, есть уже? Они Точно? сказали, у меня уже есть дома. А, понятно. Это я взяла. Где мы пошли. Все, давайте спать, уносите. Время Это 10 еще часов. грязно. Всех отправила спать, а сама буду убирать. Сейчас уберу сейчас на кухне и, наверное, скорее всего, пойду отдыхать. Если я, конечно, сейчас сон свой не разгоню, то пока я тут сейчас буду убирать, сон мой пропадет. Вроде я сегодня хорошо поспала. Детей проводила в школу, легла, подремала до 10:30. Состояние такое сонное до сих пор. Лучше я сегодня лягу пораньше, а завтра встану утром, и, в принципе, мне часа 2 достаточно, чтобы смонтировать влог. Детей провожу в школу и могу спокойно монтировать. Я хочу сразу сказать, что девочки снимать уже не хотят видео на свои каналы. Снимать они уже не будут, к сожалению. Ну так, это их выбор. У них интереса никакого уже нет. Это все прошло. Хорошо, хоть они во влогах появляются. Хоть как-то вы их видите. Но на своих каналах их можете не ждать. Бывает такое, чем ты занимаешься, и тебе просто это потом неинтересно.
Вот, вкусы меняются. Только я одна, которой это нравится, которой интересно. Хотя у меня тоже бывает выгорание. У меня тоже бывает вот просто не знаешь, что снимать, не знаешь, что говорить, что показывать, что рассказывать. Вдохновения нет. Сейчас вот пока у меня есть желание, открылось второе дыхание. Вот, пока что мне хочется, я утром просыпаюсь, у меня сразу мысли в голове, что я буду делать, что я буду снимать, о чем я буду говорить. Вы, кстати, тоже мне помогаете, пишите комментарии, пишите вопросы, поэтому я хоть как-то могу общаться с вами, хоть на какие-то темы во влогах, не просто так ходить, что-то снимать, показывать, еще и общаться с вами. Мне это тоже нравится, мне это тоже интересно, поэтому на данный момент у меня есть желание снимать. Вот, но в то же время оно просто может пропасть. Я не буду обещать, что вот так вот будет всегда, но пока вот так. Пока все хорошо. Это тоже все зависит от моего настроения. Резко вырубилась камера, я даже не заметила, что она отключилась. Батарейка села. Сегодня я буду заканчивать влог. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока!